Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить торт. Знаменитый, легендарный торт из СССР, торт Мишка. Сегодня наш сын именинник, поэтому мы с внучкой будем готовить для него торт. Его любимый торт Мишка. Пока я буду перетирать масло с мукой, внучка у меня будет отделять желтки от белков. Тут у меня полкилограмма муки, 250 грамм сливочного масла. Перетираем крошку. Если масло у вас с морозильника, вы можете его натереть на крупной терке. Делается это довольно легко, просто, быстро. Отправляю к тесту 1 чайную ложку соли. Сюда же отправляю 5 желтков. Сюда же отправляю я 200 грамм сметаны. Сметана у меня 20%. Сюда же я добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Если у вас нет разрыхлителя, вы можете положить пол чайной ложки пищевой соды просто-напросто. Замешиваем тесто. Тесто у нас должно получиться мягкое. Слегка подсыплю стол мукой, буду вымешивать на столе. Собираем все крошки и вымешиваем. Месить долго не будем, нам главное в колобочек его собрать, и все. Тесто практически готово. Сейчас мы его отправим в пакет и в холодильник. И будет лежать в холодильнике где-то примерно полчаса, пока мы будем готовить безе. Тут у нас чаша 5 белков. От яиц желтки мы использовали в тесто. Белки мы будем сейчас взбивать безе. Порционно отправлять 250 грамм сахара. Внучка говорит, будет взбивать сама. Мы шуметь не будем, покажем конечный результат. Безе мы взбили, теперь приступаем к тесту. Тесто мы поделим, у нас будет 4 коржа. Делим пополам и каждую еще пополам. Тесто будем раскатывать сразу на пергаментной бумаге. Мы вырезали пергаментную бумагу под размер противня и раскатываем. Тесто мы раскатали, безе сбили, посмотрите, устойчивые пики. Теперь сверху отправляем безе на коржи и разравниваем. Безе разровняли, теперь сверху посыпем орехами. Отправляем в духовку до готовности коржей. То же самое со вторым коржом. Посыпаем сверху орехами. И отправляем тоже в духовку. Пока те коржи выпекаются, мы подготовим еще 2 коржа. Точно так же, как те. А теперь нам нужно приготовить крем. Крем сегодня будем готовить сметанный. Хотите, какой хотите готовить. Хотите на сливках готовьте, хотите масляный крем готовьте. Но мы не хотим масляный, слишком жирненько. Поэтому мы сегодня выбираем сметанный крем. Тут у нас 400 грамм сметаны, большая часть домашней сметаны, 300 грамм домашней сметаны и 100 грамм магазинной сметаны 25%. Сюда же мы добавим грамм 150 сгущенного молочка. «150 грамм». Теперь у меня внучка будет взбивать его миксером. Взбили его до такого густого состояния. Теперь мы добавляем сюда чуть-чуть ванильки, четверть чайной ложки, этого будет достаточно нам. И постепенно будем добавлять чайную ложку лимонного сока свежевыжатого. Давай взбивай, я буду потихоньку наливать. Вот такой крем мы взбили. Он очень хорошо держит форму. Стабильный. Самое время собирать нам тортик. Собирать буду прямо на досточке. Укладываю корж. Отправляю часть крема. И так будем чередовать. Корж-крем, корж-крем. Последний корж уложили. Пока тоже смажу. А теперь немножко украсим. Думаю, орешками будет неплохо. И вкусно будет, лишь бы хватило нам чищенных орешков. Как я говорила раньше,
Я никогда не умела красиво торты оформлять. Мы печем для себя, нам вкусненько. Тут у меня осталось немножко орешков. Я сейчас их капкой разобью и сверху посыпем. Я думаю, будет очень вкусненько. Остались немножко орешки. Я слегка и по бокам тоже их налеплю, как получится. Я думаю, будет вкусненько. Вот такой вот по-своему красивый тортик мы с вами сегодня приготовили. Готовится несложно. Готовится из доступных продуктов. Получается вкуснее, чем в магазине. Потому что вы знаете, что вы положили в этот торт, какие продукты заложили, что использовали. Я думаю, что этот торт получился у нас очень-очень вкусненько. Конечно, очень жаль, но порезать я сейчас его не могу. Мы его поднесем имениннику. Рекомендую вам приготовить по этому рецепту тортик. Я думаю, вам понравится. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Готовьте с удовольствием, кушайте вкусненько, экспериментируйте на своей кухне. И будьте здоровы. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.